Наше утро начинается достаточно рано, в 7:30 звонит мой будильник. Хорошо, что сейчас по утрам уже светло и не нужно заставлять себя с трудом открывать глаза и выбираться из уютной постели. Муж уходит на работу раньше нашего пробуждения, иногда мы успеваем с ним попрощаться. Мы с малышом лежим еще какое-то время в теплой постельке, пока не приходит старший сынулька и не ложится рядом. Но долго спокойно лежать он, конечно же, не может. Нам уже нужно вставать и собираться идти в детский сад к 9 часам, потому что в это время там начинаются занятия, и совсем не хочется опаздывать. Старший сынулька начинает обнимать малыша, теребить ему ручки, ножки, в общем, всячески проявлять свою любовь. Становится очевидным, что поспать нам больше не удастся. Мы спускаемся с нашей просторной и удобной кровати чердака. Я спускаю малыша. Самое время идти чистить перышки. Старший сын умывается сам. Малыша дома я всегда мою под водой, а не протирая влажными салфетками. Думаю, малышу теплая водичка тоже нравится больше. Я меняю ему подгузник, одеваю. Гимнастику мы сделаем позже, когда вернемся домой, потому что сейчас нет времени. Малыш одет, и я отправляю его в комнату на развивающий коврик понаблюдать и поиграть с игрушками. А у мамы есть минут 5-10, чтобы умыться и немного привести себя в порядок. Лицо я умываю кусковым мылом Клиник из трехступенчатой системы ухода за кожей Клиник. Мне очень нравится обильная пена, которую он создает, и в то же время оно не сушит и не стягивает кожу лица. После многочисленных гелей и пенок для умывания это мыло идеальный вариант для моей жирной кожи. Затем я чищу зубы. Вытираю лицо я всегда бумажными полотенцами. Очень советую завести эту полезную привычку всем девушкам, а в особенности тем, у кого проблемная кожа лица. Если малыш еще не плачет и не зовет маму, у меня есть пара минут для нанесения крема. Я наношу крем для век и крем для лица. Мне осталось быстро расчесать волосы, и я почти готова к улице. Перед выходом из ванны я успеваю протереть зеркало и раковину от брызг. Это занимает не больше 1 минуты, а ванная комната сразу выглядит чистой и опрятной. Кажется, сегодня я успела сделать все утренние процедуры. Даже не верится. Теперь нужно выбрать одежду старшему сыну, чтобы он не надел, что попало. Оденется он потом уже сам. Вот мы уже на низком старте. Малыш лежит в коляске. Зимой приходится надевать несколько слоев одежды, и лично меня это очень напрягает. Сейчас начало марта, и уже так хочется тепла, чтобы ходить налегке, а не надевать комбинезоны, куртки, шарфы и шапки. Вот такой у меня помощник. Когда на улице много снега, мы чаще везем малыша в санках,
потому что коляска по снегу идет очень трудно. Но сегодня мы выехали на коляске, о чем я, признаюсь, пожалела. Сынулька в сад идти не торопится и постоянно отвлекается по дороге на разные развлечения. Мы вернулись домой. Обычно малыш досыпает в коляске, так что сейчас самое время, чтобы подумать о завтраке. На завтрак я, как правило, варю кашу на молоке. Сегодня это пшенные хлопья Нортик. Очень хочу приучить себя завтракать кашей на воде, но пока мне это удавалось несколько раз. В кашу я всегда добавляю сухофрукты, например, курагу и изюм. Завариваю их кипятком и заодно наливаю чай. Стараюсь пить сейчас побольше жидкости, потому что малыш пока полностью на грудном вскармливании. Если сразу после сна я не успела выпить стакан воды, то обязательно делаю это сейчас. А вот и младший помощник проснулся, и это значит, что я не буду завтракать в одиночестве. Кстати, во время завтрака я не забываю об обеде и достаю из морозилки фарш, чтобы он разморозился. Пора к столу. Всем приятного аппетита! А мой маленький наблюдатель пока полежит в своем кресле-качалке. Первые месяцы чаще всего я завтракала, когда малыш находился у меня на ручках. Но сейчас он дает маме немного времени, чтобы покушать. Во время завтрака я могу успеть на телефоне выйти в социальные сети, проверить почту, зайти на свой канал. Но, конечно, особо не увлекаюсь. Сейчас я отправляюсь в детскую оценить масштабы вечерней игры перед сном или утренней перед детским садом. Я быстренько собираю и складываю игрушки, лего в контейнеры. Затем нужно застелить кровать, потому что даже без свежевымытых полов заправленная кровать всегда создает ощущение порядка в комнате. Как же хочется сейчас поваляться, но нет, меня ждут великие дела. Например, сделать гимнастику. Пока у меня нет возможности ходить в тренажерный зал или на групповые занятия. И я занимаюсь дома по видеокурсам американского тренера Джиллиан Майклс. В интернете есть много ее курсов, один из самых моих любимых – плоский живот, что очень актуально после родов. Все занятия недолгие, минут 30-40. Так что если у малыша хорошее настроение и он спокойно лежит на коврике рядом, можно все успеть. Здесь, конечно, я показываю лишь некоторые из упражнений, чтобы вы сами убедились, что любой маме под силу их выполнять. Обожаю это чувство, когда после систематических занятий тело само начинает просить нагрузки. К сожалению, пока каждый день не получается заниматься. Но даже таким редким дням я очень рада. И расслабляющая заминка – самый приятный момент занятий, который завершает мое утро.